Я буду говорить об, ну, не столько энергетике, конечно, потому что психологи не очень пользуются вот этим понятием. Действительно, сколько о вот комфорте и дискомфорте, психическом здоровье и нездоровье. И это действительно очень острая проблема, кстати, во всем мире, потому что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2015 году, например, депрессия выйдет на 3-е место по частоте встречаемости. То есть во всем мире не очень хорошо. И люди, естественно, на это реагируют. Если брать российскую статистику, то вот с начала 90-х годов по настоящее время количество пациентов психиатрических клиник увеличилось почти в 2 раза. Ну, конечно, нужно учесть, что психиатрия перестала быть репрессивной, какой она была лет 30 назад, и плюс антипсихиатрический закон есть более или менее гуманный. Но понятно, что есть так называемые пограничные состояния, это вот состояние между так называемой нормой и так называемой болезнью. И сейчас очень трудно определить, где эта граница проходит, потому что вот когда на меня это надели, я подумал, хорошо, что я не первый выступаю, а то подумали бы, что у меня здесь какое-то устройство, которое там корректирует психику выступающего или что-нибудь еще. Да. И вот проблема стоит в том, что вот все эти ухудшения психического или психологического состояния особенно остро стоят везде во всем мире в мегаполисах. Разные причины. Ну, во-первых, это высокий уровень анонимности жизни, ослаблен социальный контроль. С одной стороны, вроде бы это хорошо, потому что сохраняется вот это вот как бы privacy, да, человек может скрыться там в ячейке каменного мешка под названием «дом». Вот. А с другой стороны, у него увеличивается количество степеней свободы, и люди не знают, в каком это человек состоянии, что с ним происходит. Очень высокая плотность общения. Перед нашими глазами, ну, наверное, ну, сотни это уж точно, да, если мы проводим день в городе, а там, может быть, тысячи людей мелькают. Очень высокий темп жизни. И плюс население города очень гетерогенное. Да, очень неоднородные, очень разные слои, очень разные люди. Плюс возникает элемент такой инородности для коренных горожан, когда они встречают все больше и больше гастарбайтеров, например, или вот людей, которых так корректно называют гости столицы. И в результате всего этого увеличивается не только количество нервно-психических заболеваний и расстройств. Я вас не буду сейчас утомлять статистикой, но, может быть, скажу, что в Москве, например, на 10 тысяч человек населения приходится около 5 тысяч человек с психическими расстройствами и где-то примерно 2000 человек с неврологическими заболеваниями. Но эта статистика по обращениям в государственные клиники. То есть на самом деле вот людей, страдающих отклонениями от так называемой нормы здоровья, гораздо больше. Ну, можно сказать, что в принципе это, с одной стороны, может быть, превращается в норму жизни тоже во всем мире и во всех мегаполисах, но, с другой стороны, это и социальная личная опасность для многих людей, потому что поведение этих людей непредсказуемо. Часто бывает, во всяком случае. Чем это усугубляется? Усугубляется, конечно, бедностью, усугубляется безработицей, усугубляется
Ну вот все социологические опросы в России показывают сейчас один из центральных страхов – это страх будущего, это неопределенность будущего. Люди не очень хорошо понимают и чувствуют, что их ждет. И плюс, конечно, подбавляет природные техногенные катастрофы. Вот даже если взять сегодняшний день, да, где-то разбился самолет, значит, из Японии идет радиация, из Исландии летит пепел, значит, здесь кого-то в соседнем микрорайоне убили. То есть вот действительно картина для очень многих людей получается апокалиптическая, и, в общем-то, статистика, опять же, психоневрологических диспансеров и клиник показывает, что после, например, крупных авиакатастроф или терактов количество обращений резко возрастает. С чем все это связано уже как бы в результате? А результаты очень простые. Я сейчас буду говорить вполне такие очевидные, даже банальные вещи. Конечно, это рост алкоголизации, рост наркотизации. Это разные люди по-разному уходят от субдепрессивных и депрессивных состояний. Кто-то в религию, кто-то в работу, кто-то в алкоголь, кто-то в наркотики. Так? Это рост, конечно, криминала. Это большое количество дорожно-транспортных происшествий, потому что, как вы понимаете, аварийная обстановка во многом зависит от состояния водителей. Вот, если учесть, что у нас такое для многих людей до сих пор крутая тачка, как, извините меня за этот сленг, это как бы некоторый символ или некоторый признак благополучия, успешности, а гонки на этой тачке – это еще одно доказательство, какой человек как бы крутой, а по сути-то это люди некомпенсированные в чем-то. Это все компенсация каких-то комплексов неполноценности, да, вот эти все как бы распальцовки. Ну, вы обратили внимание, что, хотя уже 20 лет прошло, время малиновых пиджаков, слава богу, прошло, да, значит, появились какие-то как бы другие атрибуты. Так вот, ситуация в мегаполисах, она действительно очень тяжелая. Ну, я сейчас абсолютно по-дилетантски скажу, может быть, про то, что больше всего интересует присутствующих. У нас очень, сейчас это, правда, положение немножко улучшилось, очень дискомфортное для восприятия визуального среда, да, в общем-то, и слухового тоже. Метро красивое, но очень шумное. Ну, дома, если вспомнить, доперестроечный период, это были такие вот прямоугольные или квадратные коробки. Глазу не на чем было остановиться, как бы это монотония. Про экологическую обстановку я тоже говорить не буду. Ну, естественно, Москва по сравнению, например, с некоторыми уральскими городами, это просто оазис в плане как бы экологии, да, потому что там производство очень вредное, как бы у нас машины. И понятно, что вот опять же, когда меня сюда приглашали, сказали, что нужно сформулировать какую-то идею там, или цель, да, задачу. Значит, понятно, что вот цель – это улучшение психологического микроклимата в любом городе, вот особенно в мегаполисе. Он должен быть, вот два основных параметра – комфортным и безопасным. Да? Человек должен чувствовать себя уютно в нем. И вы знаете, что представители разных городов воспринимаются другими людьми очень по-разному. Скажем, всю жизнь, и в советский период, и в послеперестроечный, к москвичам относились на периферии или в регионах, как сейчас чаще говорят, недружелюбно. Это я мягко так.
выразился. Да, потому что было очень сильное расхождение в уровнях жизни, в уровнях продовольствия, например, там, обеспечения. Некоторое время назад появились шутки про питерцев, но уже как бы по другому поводу, не по поводу продовольственных каких-то вопросов. И в принципе, очень многие люди интуитивно говорят, что они не хотели бы жить в Москве. Вот я очень часто раньше ездил в командировки, там по линии общества знания, лекции читал. И в купе разговаривали, и когда люди узнавали, что я из Москвы, ну, некоторые товарищи так не очень доброжелательно на меня сразу смотрели, вот, а потом говорили, ну, чаще люди среднего или старшего поколения, что они вот в этом сумасшедшем доме под названием Москва жить бы совершенно не хотели. Хотя у нас с продуктами все было хорошо. И вот это улучшение психологической обстановки и психологического микроклимата, оно должно привести, по идее, вот к нейтрализации тех негативных факторов, о которых я говорил, да, и поскольку здесь была вставка про семейные отношения, вы знаете, есть замкнутый круг. Вот человек неотреагированную агрессию из семьи выносит вовне, и было показано еще в 70-е годы, что в 5 раз может падать производительность труда. То есть у людей заноза в голове другая. Он думает о том, что дома. С работы вносится в семью, и вот этот вот порочный круг, уровень агрессивности неотреагированной усиливается. Из него очень трудно вырваться без посторонней помощи. Почему у нас не обращаются, я уже начинаю форсировать, к психологам, консультантам? Значит, во-первых, да, психиатров боятся. До сих пор. Психиатр может поставить диагноз, психиатрия когда-то была репрессивной. Люди между психологами и психиатрами разницы не видят. Там корень слова страшный очень, один и тот же – псих. Дальше. Вы знаете, у нас психологическое консультирование относится к какой сфере как бы, вот, оказания помощи? К бытовому обслуживанию. То есть вот есть парикмахеры, есть там, маникюрши, педикюрши, прачечные есть психологи-консультанты. То есть люди не понимают, что это один из видов помогающей профессии, очень эффективной. Дальше. Общество нетолерантно или недостаточно толерантно к отклонениям от нормы психического здоровья. Я бы вам рассказал, если было время, печальную историю, как у нас пытались внедрить в школы классы для детей с задержками психического развития. На самом деле это такая довольно драматичная история. Но, в общем, это не получилось, потому что детей с задержками, да, это не олигофрения, не умственная отсталость, вот, дразнили не только сверстники, ну, дети вообще, к сожалению, жестоки бывают, но и учителя. И вот мы проводили в конце апреля, значит, это был фонд, которым руководит Людмила Путина. Может быть, вы видели растяжки, был фестиваль практической психологии, первый в России. Значит, он шел 5 дней, там участвовали ведущие психотерапевты и консультанты. Как вы думаете, сколько человек посетило этот фестиваль? Он проходил на Ленинском проспекте в Президиуме Академии наук за 5 дней. Сколько человек туда пришло? Еще раз? Кто знает? Да, свыше 25 тысяч, совершенно верно. И мы хотели походить к своим коллегам, но мы не могли, потому что пришли толпы людей, которые хотели, там было это все, естественно, бесплатно, психологического консультирования. То есть нам между нашими мастер-классами пришлось сидеть и принимать людей вот на стульях, буквально рядом друг с другом. Да, такой существует как бы запрос. Ну и почему еще не ходят к психологам?
Вот скажите, пожалуйста, большинство людей считает себя специалистами в каких 3 областях? Так, педагогика, дальше психология, третье медицина и некоторые еще крупные специалисты в области политики. Да? Значит, да, поэтому, в общем-то, идти особенно и не надо. И совсем уже последнее. Ну, а что делать-то? Да? Понятно, что мы, к сожалению, не можем влиять на, скажем так, социально-политическую, социально-экономическую ситуацию. Да? Значит, людей надо как-то поддерживать, им как-то надо помогать. Значит, во-первых, нужно формировать в общественном сознании, я думаю, что и средства массовой информации, и режиссеры, продюсеры, деятели киноискусства, формировать понимание, что такое психологическое консультирование, что такое помощь, вот, и что психиатры не обязательно человека, который к ним приходит, сразу положат в клинику или, как говорят в народе, в сумасшедший дом. Так? Во-вторых, надо сеть психологических консультаций, доступных для всех слоев населения. Частная практика недоступна людям малообеспеченным, она как бы довольно дорогая. Плюс сейчас очень распространено интернет-консультирование и скайп-консультирование. Это развивается, да, поэтому вот нетворкинг различные, да, сети, они должны обязательно предполагать возможность для людей, а все у большего количества людей есть возможность выхода в интернет, пользоваться вот этими услугами. Дальше. Последнее. Вот как у нас люди расслабляются и отдыхают. Ну, тут уже я вижу, отдельные товарищи ухмыляться начали по этому поводу. Значит, у нас нету, я бы сказал, клубно-психотерапевтических учреждений. Психотерапевтических не потому, что там должны работать психиатры, психотерапевты. Например, такое известное английское явление, как ПАП, это психотерапевтическая организация. Да. Там единственная сейчас напряженка возникла в Англии, например, что там запретили курить. А футбол, пиво и курение – это такой кластер, да, в который все входит. Там большие проблемы. Вот к сентябрю уже 15 тысяч пабов разорилось в Англии. Так, значит, у нас нету точек общепита, в которые могла бы пойти обычная семья. Вот как на Западе пошли в китайский ресторан, это всем доступны. Или, ну, Макдональдс у нас может быть доступен для несколько большего количества людей. Так? У нас нет клубов по интересам. У нас есть что? У нас есть то, что я называю адреналиновые способы расслабления и проведения досуга. Это безумные ночные клубы, где напиваются, колются и танцуют часто вместе с экстази. Так? Или это рейсинг, гонки на автомобилях по ночной Москве. А где человеку можно спокойно отдохнуть? Вспомните Конан Дойля, там, или других авторов зарубежных, да, где человек приходит в клуб, где он может посидеть, если он курит, выкурить сигару или почитать газету и так далее. Так? Да, потому что у нас вот отдых – это пир во время чумы. Да, это вот как последний день Помпеи, или надо, извините, нажраться, потому что по-другому человек расслабляться не умеет, да, или вот, опять же, как бы распальцовка и так далее. Последняя фраза. Значит, почему я так вот обозначил тему своего выступления, ну, немножко так ёрнически, конечно, психея вместо психов. Значит, дело в том, что вот если так будет все дальше идти, и мы ничего не будем делать, символом мегаполиса станет городской сумасшедший. Да, вот это будет большой такой. Вот. А психея – это такой светлый образ, это означает вот, душа. Да, в мифологии она
репрезентировалась в виде образа или бабочки, или девушки с крыльями. То есть вот людям не хватает тепла и света, если учесть, что в России всего 60 солнечных дней в году, а это фактор такой провокативный, потому что в темновой фазе депрессия усиливается. Да. Вот люди разных профессий должны сделать то, что они могут, для того, чтобы люди у нас на улицах чаще улыбались. Но не идиотской улыбкой, а от того, что им комфортно. Спасибо.